из такой страны первоклассной, называется Россия, в бедную, нищую, неграмотную страну. Чего бояться преступности? Голову иметь и самому не быть преступником. Тогда бояться никого не будешь. По ночам ходить не надо, потому что страна очень криминальная. Страна красивая. Страна такая, понимаешь, водная. И это страна майя. Единственная на земле. Это беднейший район. Тебе нож в бок всунут спокойно. Очень криминальная страна. Всем привет, это Гондурас. Мы встретились с Тамарой Михайловной. Сегодня она расскажет, как она здесь оказалась. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в Гондурасе? В Гондурасе я оказалась при странных обстоятельствах. Я училась в Москве в университете дружбы народов. А там учился один человек из Гондураса. Это какие года были? Равлечка, какой год? 60-е. Нет, раньше. В 60-м мы уже здесь были. Хорошо. Нет, и сейчас уточню тебе года. Ага. Очень мы старые, мы живем долго, и у меня все перепутано. Вы сами 45-го года рождения. А я 45-го года рождения, вот считай. Но вот муж посчитает, он у меня Хорошо. считает хорошо. И там вы познакомились? Мы познакомились в университете дружбы народов. Он уже заканчивал учебу на медицинском факультете и сказал: давай замуж выходи за меня и поедем в Гондурас. И я сказала: замуж выйду, а в Гондурас сейчас не поеду. Мне еще 2 года учиться. А я всю жизнь хотела быть врачом. Для меня самое главное – это моя профессия врача. То есть у вас родители врачи были? У меня родители абсолютно никакого отношения к медицине не имели. Мама у меня была летчик, мама у меня была инженер. Вот самолеты, которые сейчас летают, это еще мама есть, которые делали модели. А папа у меня был не агроном, а он был, как это называется, инженер по земле. Агрохозяйство. Да, да, папа был агрохозяин, или не знаю, слово выбери. Вот. Папа у меня умер очень рано, он всю войну был на фронте. Пришел с войны, познакомился с моей мамой по дороге. Он был ленинградец. Ехал на поезде в Москву на пересадку. И познакомился с моей мамой. А мама ехала в отпуск на 8 дней. Мама работала в Петербурге на военном заводе авиационном. А папа ехал искать своих детей. Ему сообщили, что у него жена умерла в Ленинграде. Разбомбили дом. Но вроде бы говорят соседи, что дети живы, но где они, никто не знает. И вот он едет в Питер искать своих детей. Вот так познакомились мои папа с мамой в поезде. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей.
а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них и зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. А когда они приехали в Москву, мама ему дала на бумажке адрес и сказала: Миш, ну если детей найдешь, приезжай. Вот такая была история нашей жизни. А вы сами? А я сама еще не родилась. Я даже еще не зачли меня. Так вот, они приехали в Москву. Мама познакомила моего папу с бабушкой, с моей. Жили они в центре Москвы. В самом центре, рядом с больницей Склифосовского. И бабушка моя сказала: Миш, но если что, тебе что-нибудь надо, приезжай. И папа поехал дальше. Поехал искать своих детей в Питер. И что ты думаешь? Он нашел детей. Их мама умерла от голода. А их забрала соседка. Но никто не знает, где. Папа уехал опять на фронт. А потом дети же живы. И подтвердили, что дети живы. Ну и они... Мама написала отцу, у нее же адрес был на бумажке: Миш, давай поедем детей искать. У меня будет отпуск. И они их нашли. Они их нашли. Звали одного Женя, брата моего старшего, а сестричку Рита. И они, эту книгу надо писать. И они приехали тощие. Приехали в Москву. А маме надо было возвращаться на завод. Мама говорит бабушке: а что же делать с ребятами-то? Ну как чего делать? Оставляй, вот здесь в детский сад пойдут. Вот детский сад через дом. И они остались жить у нас в доме. Потом моя мама забеременела. Ну, и меня родила. А историю жизни Риты и Жени больше никто не знал. Мы были братья, и все. До 19 лет мой брат не знал, что бабушка не его бабушка. И вообще, что он ленинградец. Вот такая история. Это надо написать, но еще нету, и писателя нет. Вот такая была история. Если про вас, возвращаясь к вам, то вы познакомились с будущим мужем. Я познакомилась с будущим мужем. И он взял меня в Свердловск. Вы закончили по какой специальности университет медицинский? Я закончила медицинский факультет. Нет, я еще нет. Я поступила в университет дружбы народов на медицинский факультет. А он кончил. И ему надо было уезжать. А вы по какой специальности учились? А я акушер-гинеколог. Акушер-гинеколог. А он поступил в аспирантуру По специальности? по специальности Хирург. хирургия. Хирургия. И кончил хирургию 3 года. Кончил по своей профессии.
То есть он закончил, вы закончили, поехали в Свердловск вместе, да? Нет, Свердловск это было пап с мамой моей, я еще не родилась. Нет, а про вас. Вот вы закончили, потом вы с мужем где жили? В Москве? А потом мы жили в Москве. Потом мы жили в Москве, а потом мы приехали в Гондурас. А сколько лет в Москве жили? А в Москве жили много лет. Много лет жили в Москве. Ну, там была бабушка. 10 лет? Нет, поменьше. Была бабушка, надо посчитать. Бабушка, дедушка. А дедушка у меня был скрипач. Но он пришел с фронта, и у него болели руки. И он на скрипке играть не мог. А сосед его работал в Большом театре и сказал: Фальков, давай пойдем к нам, музыкантам. Он говорит: я не могу играть на скрипке. Ну, помощником каким-нибудь тебя возьму. Он был очень талантливый человек, очень способный. И пошел работать в Большой театр. Вот такой у меня был дед. Круто. Да. По поводу вас. Вы в Москве поработали вместе с мужем. Как вы решились на переезд в Гондурас? Как мы решились на переезд в Гондурас? Почему приняли решение переезжать в Гондурас? Потому что работа у мужа была. Ему дали работу. В Москве голодно было, а в Гондурасе еда была. У него там была корова, они корову купили. 2 детей ленинградских. Но мы же не знали, что мы не родные. Мы были 3 родных брата и сестра. А то, что мы ни от одного папы, ни от одной мамы, мы не знали. Вот. Ну и мы поработали в Москве, папа поработал. Папа очень рано умер. Папа умер в 45 лет. Вот. Умер от туберкулеза. Потому что после войны голод же был. Еды-то особенно не было. Но у папы была, потому что он на заводе работал, он хороший. А про вас. Вы приехали в Гондурас. А я приехала в Гондурас и к мужу приехала. Устроились на работу сразу или нет? Нет, в Сколько Гондурас времени не понадобилось? сразу. В Гондурас я не сразу на работу устроилась. Нет. Я же младше его. Вот. Я пошла работать в университет дружбы народов на кафедру. Рауль, как моя кафедра называлась? Патологии. Вот. Я работала и училась. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления 2-го гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье.
Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. 4. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. 5. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Но вы работали, учились вместе. После того, как вы приехали, тяжело было вообще в другой стране работать, учиться после СССР? Работать и учиться было не тяжело мне, потому что я знала испанский язык. Вы уже знали испанский? Да. Дело в том, что в университете дружбы народов первый год обязательно советские студенты должны были учить иностранный язык. Вы выбрали сами испанский? А я выбрала испанский язык, потому что вот из-за этого. Вы уже познакомились, да? Да. Я выбрала испанский язык и уже знала хорошо, но не так уж блестяще. Но хорошо уже знала испанский язык. Но по приезду все равно сюда. Тяжело было адаптироваться в другой стране? Вам лично? Мне везде легко адаптироваться было, потому что надо было работать. Я всю жизнь училась и работала. Так как я училась, я работала на кафедре патологии. Ну и все, и работали, и учились. Работали, и учились, учились и работали. Не хотели вернуться назад в СССР? Сами? Мы в СССР ездили каждый год. Каждый год. А Рауль поступил в аспирантуру. Рауль, он очень был хороший студент, он был отличник всегда почему-то. Вот, вечно был отличник. Хорошо учил? Очень хорошо учился, прямо ему легко было учиться. Вот. И он, потому что он начал учиться на медицинском факультете в Гондурасе, а потом услышал, что есть университет дружбы народов, и сказал, что я врачом быть не хочу, я хочу быть революционером. И в это время как раз была Кубинская революция. Он сказал, не хочу быть врачом. А потом стал врачом. Вот такая жизнь. Когда вы приехали сюда, для вас были какие-то минусы страны? Что вам не хватало? Для меня были минусов? Да. Нет, у меня никогда минусов не было. Мы много очень работали, мы вставали в 6 утра, а ложились в 10, в 11 вечера спать. Очень мало спали. Врачи вообще мало спят. Ну, нормальные врачи, которые работают как следует. То есть по прибытию в страну минусы здесь не увидели. А какие плюсы были в стране? Минусов? Минусы, Ну как? Минусов было очень для меня много. Какие? Я приехала из такой страны, первоклассной, называется Россия, в бедную, нищую, неграмотную страну. И пошла сразу работать. Ну и все. Я работала преподавателем медицинского факультета. И работала врачом. Ну и все. А Рауль работал тоже врачом. Очень много. Работал. Потом он стал... Здесь выборная система. Это государственный университет. Это не частный университет. И мы пошли работать, а Рауля выбрали через много лет работы, выбрали деканом медицинского факультета. Это выборная должность. Люди все голосуют. Студенты, преподаватели, пациенты и сотрудники. В университете Гондураса выбирают голосованием деканов. Административные вот такие крупные должности в университете выборные.
Но и Рауля выбрали деканом. Он долгое время был деканом. А вам по документам тяжело было легализоваться вообще? Тяжело. Что Нужно понадобилось? было... Тяжело, но надо было экзамены сдавать. Надо было сдавать экзамены, надо было сдавать... Год надо было учиться бесплатно, работать, то есть бесплатно, как иностранки. А льготы были, что у вас муж гондурасовец? Нет, Не было? никаких льгот, ничего. Вообще льгот нету. Работай, деньги зарабатывай, и все. И никаких льгот. И здесь учились люди из разных стран Латинской Америки. У нас был парень даже, Рауль, как у нас негритенка звали, который отличник всегда был? Доктор Шеремфо, да. Доктор Шеремфо, приехал бедный парень из Африки. Спал он вот прямо с этими, с рабочими. И учился на одни пятерки. Фамилия Шеремфо, он и сейчас жив. Он мне сказал, знаете что, хватит это вот ходить вот так, я вас буду оперировать. Вот, по-моему, месяца 2 назад я его встретила в магазине. Профессор бежит. Я говорю, ты откуда взялся? Он, как, я работаю хирургом. Хорошие ребята были. Хорошие студенты были. Хороший был очень медицинский факультет. А вообще, в тот момент русскоговорящих много было в Гондурасе? Русскоговорящих Которые приезжали, замуж выходили, возможно, командировку? в начале было человек... Сколько было русскоговорящих вот таких? Русскоговорящих в начале сколько было? Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Немного, 6-7 человек, русских женщин, которые такие были смелые, боевые, приехали в Гондурас. А сейчас вообще сколько русскоговорящих? Сейчас все уехали. Все уехали? Вон сидит одна наполовину русская. Мама ее вышла замуж за папу. Вот. Лариса у нас полурусская. Ты полурусская у нас? Полурусская. Вот. А Татьяна, значит, еще человек, наверное, 5. Человек 5. А почему сюда не приезжают русскоговорящие, как считаете? Приезжают и уезжают. Почему? Потому что страна бедная, потому что надо работать, потому что Преступность развита? очень. Может, боятся преступности тоже? Да нет. Нет? Чего бояться преступности? Надо голову иметь и самому не быть преступником. Тогда бояться никого не будешь. Нет, разные причины, разные семьи, разные взаимоотношения. В общем, таких стабильных семей осталось семей, наверное, штук 5. Вот. А потом все уехали. Потому что трудно было, по разным причинам. Надо было работать как следует. Как вообще здесь медицина? Она бесплатная, платная? Медицина по закону здесь бесплатная. Всем без исключения? Всем без исключения. Иностранцам тоже, как мне? Тебе, иностранцу медицина бесплатная или платная, Рауль? Вот он приедет сюда, ему как? Какая медицина здесь? Здесь медицина по закону бесплатная. Понимаешь? Но она качество. Плохое? Оно неплохое. Оно, понимаешь, в чем дело? Дело в том, что приспособиться... Вот здесь живет много кубинцев.
которые в свое время на Кубе, врачи, кстати, работают здесь. Приспособились, живут, работают, семьи, все. Но люди, которые с головой и которые работать любят. А бездельники, конечно, им везде, бездельникам везде трудно. Какие здесь достопримечательности есть главные Гондураса? Раульчик, главные достопримечательности Гондураса. Окей. Страна красивая. Страна такая, понимаешь, водная. И это страна майя. Единственная на земле. Но люди, мало кто об этом знает. Страна майя, а кто такие майя, может быть, ты слышал? Или не слышал, надо прочитать. Вот. Хорошо. Ваши вот рекомендации людям, русскоговорящим, которые хотят посетить Гондурас, но боятся из-за того, что здесь преступность? Нет, по ночам ходить не надо. Не надо ходить по ночам. Ни в коем случае. Еще что не надо. По ночам ходить не надо, потому что страна очень криминальная. Сейчас, последнее время стала очень криминальная, так как президент страны Женщина. мужчина был. Один из главных мафиоза Латинской Америки. Сейчас в тюрьму его посадили 2 года назад. Не буду говорить. Тамар, не говори. Какие еще рекомендации бы дали, чтобы быть поаккуратнее в Гондурасе? Только В Гондурасе как быть поаккуратнее? где ходить, где не ходить. По ночам не ходить. По ночам не ходить, и все. Вот стемнело, и в бедных районах. Бедных районов. Вот напротив нас, вот очень красивый, кажется, это беднейший район. Тебе нож в бок всунут спокойно. Очень криминальная страна. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.